Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом простого вкусного десерта. Готовить десерт буду в 6 стаканах объемом 250 мл. С песочной крошкой и карамелизированными сливами. Сейчас как раз их сезон. У меня нет готового печенья, чтобы его измельчить, поэтому испеку песочный корж. Готовлю тесто. Здесь 150 грамм просеянной пшеничной муки. Добавляю 40 грамм сахара по вкусу, щепотку соли, 1/3 чайной ложки соды и перемешиваю сухие ингредиенты между собой. Добавляю охлажденное сливочное масло. Я его предварительно нарезала на кубики и охладила в морозильной камере. Масло у меня 75 грамм. Его жирность 82,5%. Вы при желании можете использовать маргарин. Перетираю масло с мукой в крошку. Полной однородности добиваться не нужно. Важно делать все быстро, чтобы масло не растаяло от тепла ваших рук. Можно масло натереть на терке. Должна получиться вот такая крошка. Тесто легко собирается в комок и также легко распадается. Добавляю 90 грамм охлажденной сметаны. Моя сметана густая, ее жирность 20%. Жирность сметаны по вкусу. Если ваша сметана менее густая, то будет достаточно добавить в тесто 75 грамм. И замешиваю тесто. Долго вымешивать тесто не нужно. Оно должно собраться в комок, быть мягким и не липнуть к рукам. Мое тесто липкое, добавляю немного муки. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Добавляю экстракт ванили по вкусу. Если у вас его нет, то добавьте ванильный сахар или ванилин в муку. Вот такое тесто получилось. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник на 20-30 минут. Выкладываю тесто на пергамент для выпечки и распределяю его руками по противню. Для меня форма не важна. Важно, чтобы толщина теста была одинаковой по всей поверхности. Сильно тонким корж делать не нужно. Его толщина должна быть примерно 5-7 мм. Делаю вилкой проколы в тесте, чтобы оно не вздулось во время выпечки. И отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на средний уровень. Примерно на 20-25 минут, в зависимости от вашей духовки, до золотистой корочки. Готовый корж остужаю на решетке. Готовлю карамель. Здесь 85 грамм сахара. Добавляю немного воды, примерно 2 столовые ложки, чтобы весь сахар был покрыт водой. Распределяю сахар по поверхности сковороды и нагреваю, пока сахар не поменяет цвет на янтарный. До тех пор сахар не перемешиваю. Теперь можно сахар перемешать, чтобы он равномерно расплавился и окрасился. Выключаю плиту, добавляю 30 грамм сливочного масла и перемешиваю до расплавления масла. Масло шипит и пузырится. Это нормально. Добавляю 500 грамм слив. Я их предварительно помыла, удалила косточки и нарезала на дольки. Перемешиваю, чтобы сливы равномерно покрылись сахаром. Масло и сливы у меня были холодными, поэтому сахар затвердел. Включаю плиту и на медленном огне снова расплавляю сахар и перемешиваю. Кстати, напишите в комментариях, с какими начинками готовите десерты вы.
Мне будет интересно об этом узнать. Сливы дали сок, но для меня это не критично, так как я их буду укладывать на песочную крошку. Готовые сливы перекладываю в миску и даю им остыть. Остывший песочный корж ломаю на части, кладу в чашу блендера и измельчаю в крошку. Крошку пересыпаю в миску. Теперь готовлю первый крем. Миску и венчики миксера я предварительно охладила в морозильной камере. Наливаю 200 грамм холодных сливок жирностью 33%. Жирность сливок не должна быть менее 30%. Добавляю 65 грамм просеянной сахарной пудры. И чтобы пудра при взбивании не пылила, смешиваю ее со сливками. Крем буду готовить не густой, так как он будет использоваться с песочной крошкой. Поэтому пропорции крем-чиза у меня не классические. Перемешиваю сливки с сахарной пудрой до растворения пудры. Добавляю 125 грамм охлажденного крем-сыра Филадельфия и взбиваю крем до мягких пиков. Сначала на низкой скорости миксера, а затем увеличиваю скорость до средней. Вот такая консистенция крема должна получиться. Готовый крем перекладываю в кондитерский мешок. Если у вас нет мешка, то можете использовать плотный пакет, например, пакет для заморозки. У меня 6 стаканов объемом 250 мл. На дно каждого стакана кладу немного крема, чтобы закрепить крошку. И сверху в каждый стакан кладу по 2 столовые ложки песочной крошки. Крошку равномерно распределяю, но не утрамбовываю. Кладу в каждый стакан 2 столовые ложки карамелизированных слив. Сливы с сиропом, но это хорошо, пропитают крошку. И разравниваю, встряхиваю стаканы. Сверху на сливы кладу крем. Распределяю равномерно весь крем между 6 стаканами. На крем снова кладу крошку. Мне ранее измельченной крошки не хватило, пришлось измельчить еще. В каждый стакан добавила по 2 столовые ложки крошки. Если вы будете использовать готовое печенье, то, думаю, 200-250 грамм печенья вам на крошку хватит. Встряхиваю стаканы, чтобы распределить крошку. Оставшиеся сливы равномерно распределяю между 6 стаканами, примерно по 1 столовой ложке. Готовлю второй крем из взбитых сливок. Венчики миксера и стакан я охладила в морозильной камере. Наливаю 100 грамм охлажденных сливок жирностью 33%. Добавляю 1 столовую ложку сахарной пудры и взбиваю до устойчивых пиков. Начинаю взбивать на низких оборотах миксера, затем увеличиваю скорость до средней. Решила взбить еще 130 грамм охлажденных сливок с 1 столовой ложкой сахарной пудры. Всего на этот крем ушло 230 грамм сливок и 2 столовые ложки сахарной пудры. Взбитые сливки переложила в корнет. Решила испытать новую большую насадку для крема. Ложится крем совсем не так, как мне хотелось. Ну, ничего не поделаешь. Все равно получится вкусно. Сверху посыпаю крем шоколадной кондитерской посыпкой по вкусу.
и убираю стаканы с десертом в холодильник на 1-2 часа для стабилизации. Вот такой вкусный десерт в стаканах у меня получился. Сочетание слив с крем-чизом и песочной крошкой очень нравится моим мужчинам. Этот десерт точно понравится любителям слив. Он вкусный и в меру сладкий. В общем, все как я люблю. Кондитерская посыпка немного окрасила крем. Внешний вид десерта, конечно, пострадал, но на вкусе это не отразилось. Список продуктов, которые я использовала для приготовления этого вкусного десерта, вы сейчас видите на экране. В сезон фруктов можно готовить этот десерт с разными вкусами. Хранить десерт нужно в холодильнике не более 2-3 суток. Крем со взбитыми сливками долго не хранится. Но мои мужчины съедают его до того, как он успевает испортиться, так как в моей семье очень любят этот десерт. Приготовьте десерт по этому рецепту. Думаю, что вам он тоже понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!